Здравствуйте! Все самое интересное и правильное о вашем будущем, как всегда, на моем канале. Я приглашаю вас, дорогие любительницы Таро, любители знать будущее, принять участие в гадании о любви на это лето. Я взяла для этого гадания самые красивые карты свои, по разным причинам. Во-первых, а почему они лежат, зачем мы на какое-то неизвестное будущее откладываем? Давайте пользоваться всем лучшим уже сегодня. Во-вторых, красивые карты должны рассказать нам красивую историю, вернее, 3 красивые истории, потому что я хочу сделать гадание в 3 вариантах. Вы знаете, мы практикуем с вариантами, без вариантов гадания. И я хочу, чтобы описанные картами вот все 3 истории были красивыми. Давайте, мы можем не слишком эстетски подходить, к каким-то вещам, можем снисходительно относиться там, не знаю, к деталям интерьера или к деталям гардероба, но в отношениях между людьми, дружеских и особенно любовных, я подчеркиваю и я настаиваю, все должно быть только красиво. Вот этого безобразия, которое так активно сейчас обсуждается в телевизоре, здесь же на ютубе, в разных ток-шоу, я считаю, быть не должно. Это все уродство, это все лишнее, наносное, и это все противоречит самой природе любви. Это не в натуре, скажем так, здорового, нормального человека. Я имею в виду разные абьюзивные отношения, какие-то измены, какие-то обманы, взаимное использование, там, взаимные какие-то поиски выгоды. Вот я считаю, что любовь со всем этим, знаете, налетом, не свежим, да, она как бы и не нужна в жизни. А зачем? Если вы верите в любовь, если вы мечтаете ее встретить, независимо от возраста, будь вам 18, раньше не надо, или 88, я вам желаю встретить вот такую любовь, о которой захочется в мемуарах написать, и по которой, какой-нибудь заезжий сценарист действительно кино напишет. Таро, карты, Таро, следование ангелов. Да? Загадайте для себя какую-то цифру. 1, 2 или 3. То есть какой вариант вы будете смотреть. Я не запрещаю вам. Я буду только рада, если вы найдете что-то для себя во всех 3 вариантах гадания. Пойдете ли вы против судьбы, пойдете ли вы против, правил Таро, если так сделаете? Несколько карт. Нам не надо много карт. Мы смотрим в суть. У нас есть, на моем канале есть расклады, где много карт, где я делаю большой анализ, там на 12 домов гороскопа, например. А здесь немного карт. Итак, первый вариант. Смотрите, с замиранием сердца. Я желаю вам лучшего. Первая карта. Жрица вам выпадает, карта жрица, она очень женская. И я вас прошу, здесь художники постарались, здесь очень выразительные, яркие иллюстрации в этой колоде, и я вас прошу иллюстрации эти рассматривать, потому что даже какие-то мелкие символы, например, яблочко, это яблочко на полу, да, или это гранат вроде бы. Кому, опять же, что привидится, все в глазах смотрящего. Вот это яблочко на полу, может быть, одежда этой женщины, ее поза, само название карты, номер аркана, это 2-й аркан. Вот это все полно смысла, это все для вас, для гадания, для толкования, для интерпретации карты, это все имеет значение. Для вас гадание начинается с карты жрица. Это карта про ожидание, про время и про некоторую, знаете, такую женскую пассивность. То есть карта рекомендует вам для поисков личной жизни, для того, чтобы встретить любимого человека, чтобы в этом состояться. Как вы думаете, что карта рекомендует? Ничего не делать. Ничего не делать. В объективном мире ваши действия абсолютно не нужны. То есть вам не нужно никуда ехать,
Вам не нужно никого покорять, не нужно к кому-то подходить, знакомиться, не нужно заводить какие-то активные страницы на сайтах знакомств. Жрица тем интересна. Тем интересный персонаж в колоде Таро. Тем, что она ничего не делает. Но что-то все-таки делает. Жрица думает, ждет, знает, потому что это карта знания и тайны. А еще жрица колдует. И колдовать здесь, ну знаете, широкий смысл здесь именно у этого слова. Карта призывает вас настроиться, может быть, даже на каком-то подсознательном, интуитивном уровне, на мистическом каком-то уровне, на вашу будущую любовь. Карта это многообещающая и очень-очень женская. Она напоминает вам о вашей женской природе. Помните о том, что женщина это начало пассивное, принимающее, очень мудрая. Карта это и про мудрость женскую, знаете, говорит, и про щедрость женскую говорит. В общем, призывает вас быть такой статичной и очень-очень женственной. Я вам как-то приводила слова поэта об идеальной женщине: неподвижная, бледная, молчаливая. Женщина — мечта поэта, женщина — мечта любого парня, который в себе неподвижная, бледная, молчаливая. Вот эта карта дает нам такой же портрет и такой вот совет для вас. В то же время эта карта про любовь и говорит о том, что ваше сердце и теперь не свободно. Карта платонической любви. Может быть, вы влюблены сейчас в недоступный объект, в Леонардо Ди Каприо, например, или в какого-нибудь начальника соседнего отдела, который проходит и нездоровый. Король кубков. Карты обещают вам влюбленного романтического героя на это лето. Готовы вы к такой встрече? Король кубков — это человек с очень развитой, раскачанной эмоциональной жизнью. Эмоциональная сфера, насыщенная переживаниями душа. Человек, который подключается к чужим эмоциям легко, то есть обладает вот этим вот свойством эмпатии. Человек, которому не чужды вообще вот эти вот романтические томления. И пусть вас не удивляет это моя сноска, но я вам так скажу, что мужчин очень много, и женщины такие есть, но среди мужчин таких персонажей значительно больше. Может быть, даже преобладают они. Мужчины, которые вот в любви как таковой не заинтересованы, которых больше интересуют, ну, такие мужские мальчиковые игрушки, это деньги в первую очередь, естественно. А вам выпадает король кубков, то есть это человек, который, безусловно, выберет, ну, например, хорошие отношения с людьми, он их предпочтет заработком большим, если будет такой выбор, если жизнь поставит перед этими двумя предметами и заставит выбирать: направо пойдешь, налево пойдешь. Это человек, для которого интуитивные решения и рациональные важнее в жизни и полезнее, чем математика, статистика. Это человек, который не всегда ведет себя правильно. Это человек, которым многие часто недовольны, потому что он, ну, например, не выполняет обещания или, что еще хуже, имеет дурные привычки. Король кубков еще и отвечает у нас за масть, естественно, и за стихии. Это стихия воды. То есть карты обещают вам героя с водным гороскопом, у которого, возможно, Солнце или какие-то другие значимые планеты, Венера, например, попадают в водный знак: Рак, Скорпион или Рыбы. В самом общем виде король кубков обещает, что этим летом какой-то мужчина будет однозначно, открыто, прямым текстом, заметно, может быть, не стесняясь и не тая, демонстрировать вам свои чувства. Вы можете получать любовные письма и сообщения, вы можете слышать какие-то
такие явные комплименты, это и приглашение на свидание, и признание в чувствах. Здесь диапазон прочтения карты очень широкий, потому что проявлять чувства можно просто, ну не знаю, каким-нибудь случайным там стихотворением к месту на корпоративе, а можно и признаваться в любви, действительно так, по-настоящему, стоя на одном колене и протягивая кольцо. Но посмотрите, карты очень хорошие. И видите, мы уже видим пару, и всегда карты характеризуют две карты, да, женщина и мужчина, два портрета рядом. И посмотрите, что они очень-очень не одинаковые. Очень не одинаковые. Это говорит о том, что вы по-разному будете друг к другу относиться с этим человеком. И вы, возможно, от пары, от союза будете разного ждать. Видите, ваша позиция более взрослая, лишенная страсти, более платоническая и в то же время более глубокая, осознанная, жертвенная и так далее. У него, мужчины, чувства, ну, мужчина, что с него взять? У него чувства, конечно, такие, попроще, что называется. То есть это влюбленность. Может быть, знаете, кубки такая безответственная масть Таро. То есть влюбленность есть, но это не значит, что он готов ответственность какую-то на себя брать. И третья карта. Ваша любовь, состояние вашего сердца, состояние вашей личной жизни до конца лета. Я напоминаю, что у нас сроки поджимают. До конца лета нужно все сделать. Осенью вообще не до этого будет. Паж мечей вам выпадает. Ну вот видите, двоякий, достаточно двоякий прогноз. Во-первых, паж мечей это тоже фигурная или портретная, или придворная, как хотите, карта. И это тоже портрет какого-то человека. Я не исключаю, что сразу двух мужчин вам это лето подбрасывает. Они разные. Один взрослый романтик, свободный художник в беретте, вырос, но не повзрослел, а другой очень умный, капризный и молодой, юный, возможно, младше вас. Хотя карты с таким же успехом могут описывать здесь человека. Король это будет человек уже известный, тот, кого вы знаете и в чьих чувствах, ну, если не уверены, то, по крайней мере, вы в курсе. А паж мечей у нас будет новый человек, новое знакомство. Вы его сейчас не знаете, ни имени, ни фамилии, и цвет глаз даже не представляете себе. Но это очень-очень многообещающие новости. Паж мечей – это мысль, это идея, это слова, совершенно новые, нежданные, не обязательно сильно благополучные, не обязательно сразу с порога счастливые, но они очень-очень нежданные. То есть это лето в плане любви вас удивит. Мы видим здесь разговоры, паж мечей. Вообще мечи это масть разговоров, масть слов, масть интеллекта. То есть паж мечей это удивительные разговоры, например, которые вы ведете там до рассвета с новым знакомым где-нибудь на морском курорте. И паж мечей это еще и, знаете, это такое знакомство, которое открывает глаза. Может быть, не обязательно меняет жизнь, но помогает вам по-другому посмотреть на жизнь, на себя, на, может быть, на свои чувства, на свои ожидания в любви. И напишите, пожалуйста, тоже, вот это то, что вы ждали услышать. Потому что, послушайте, может быть, многого карты не сказали. И я
я тоже не говорю, да, какие-то вещи, которых, может быть, многие ждут. Там, ну, знаете, серьезные намерения, предложения о браке, чтобы зарплату мне отдавал. Знаете, девочки, ничего здесь вот этого именно нету. Карты говорят о чувствах. Карты говорят, что будет интересно. Карты говорят, что будет интересно в первую очередь вашим ушам. Вы увидите и услышите внимание. Вы, может быть, чувства другого человека станут откровением для вас, ну, знаете, таким бесплодным, ненужным. То есть, ну, любишь, и что с того? Ну, это будет уже совсем другая история. Это мы потом в конце лета встретимся и погадаем. А сейчас просто спасибо вам за просмотр, за то, что вы со мной. Если вам понравилась цифра 2 по каким-то причинам, хотя понятно, вы выбрали второй вариант, потому что, наверное, 2, число 2, цифра 2, она очень уместная в гаданиях на любовь, потому что 2 – это пара. 2 – это 2 сердца, 2 кольца, 2 пары глаз сошлись. Итак, второй вариант гадания. Пожалуйста, ваша любовь до конца этого лета. Для кого начала? Для кого это гадание? Ну так вот, чтобы вы лишнего не посмотрели, напрасно время не потратили. Ну для тех, кто ждет, естественно, для тех, кто ждет. Знаете, там вот наверху во Вселенной не дураки сидят. Вот эти вот ангелы, которые нам распределяют, умные налево, красивые направо, которые нам кому-то выдают богатство сумасшедшее, а кому-то любовь на всю жизнь, они там все это, там бухгалтерия конкретно, они все это очень считают. И считается так, что без прямого запроса кверента, вашего запроса, вам ничего не дадут. Соответственно, что это значит? Если вы не запрашиваете любовь, ну, не нужна, скучно, например, то и гадание на любовь смотреть вам бесполезно. Потому что, а зачем? Не ждете, не просите, ничего не получите. Поэтому все-таки, знаете, я хочу, чтобы все смотрели, чтобы все 265 тысяч моих хотя бы подписчиков каждое видео мое смотрели. Но все-таки я должна оговориться, что Таро, как любая предсказательная система гадания, там хоть на кофе, хоть на бабах, мне, кстати, сегодня одна известная гадалка здесь в Армии, она мне предсказывала судьбу на бабах. И очень интересно. Я тоже бы хотела бы научиться у нее. Может быть, займемся. Ну вот, сбили меня. Давайте начинаем гадать. Кто хочет, посмотрит. Кто не хочет, кому любви не надо, тот не посмотрит. Давайте гадать. Ваша любовь до... Переворачивается карта. Паш мечей перевернулся. Я ее отправлю обратно в колоду. На всякий случай, это разговоры. Ну, конечно, о любви. О том, о чем мы гадаем. Разговоры любовные у вас будут. Хоть письмом, хоть устно, но все равно. Это разговоры. Так, для второго варианта. Ну, не вижу что-то интересное. Шестерка. Видите, шестерка пентаклей. Интересная карта, для любви очень даже неплохая. Знаете, первое значение. Вот в гаданиях на любовь шестерка пентаклей это что? Доверие. Это очень доверительная карта. То есть она спешит вам сообщить, что любовные истории этого лета будут, ну не то что бесстрастными, хотя посмотрим карты дальше, да, но вы будете рядом с человеком, которому можете доверять. Тоже отсылка к вашему гороскопу, да? Есть у вас трудности с доверием или нет у вас трудностей с доверием. В общем, любовная история этого лета будет безопасная для вас в эмоциональном смысле. То есть здесь нет эмоциональных качелей. Карта абсолютно
уверенно исключает любые манипуляции, любое использование человека человеком. Это доверие. Это вот, знаете, немножко такая детская любовь. Помните, как мы там романы крутили, романчики с соседскими мальчишками, там 8 лет, он тебе ромашечку подарил, ты ему там, ну не знаю, самолетик бумажный. Вот эта шестерка пентаклей отдает какой-то такой вот чистой, знаете, детскостью. Это первое, то есть с доверием будет история. Кому-то это подходит, кому-то нет. Кстати, серьезно хочу сказать, это же гороскопы разные у людей. Вот, например, для женщин, у которых там Венера в Скорпионе, например, или в каком-то другом вот агрессивном мужском знаке, такая любовь вообще не нужна. Скучная, лишняя, напрасная. Вообще как у всех, все как у всех, знаете. И также шестерка пентаклей, карта возвратная. Она говорит, что большие шансы вот построить любовь с уже знакомым, известным человеком, с кем-то, кого вы уже знаете. Ну, там прекрасно знаете или не прекрасно пока. Возвратная карта. Он вернется, человек вернется, чувства его вернутся, ваши чувства вернутся. То есть такая встреча. Не скажу, что сильно внезапная, потому что здесь в этой карте нет стремительности, нет подвоха. Знаете, такая карта предсказуемая. То есть, когда вы знаете, вот куда вы едете, знаете, кого встретите, с кем будете. Благополучная карта, но без сумасшедших страстей. И пока перечеркивает она новое знакомство или нет, это будет зависеть от соседних карт. Но то, что история уже какая-то знакомая, уже какая-то известная есть, это точно. Дальше. И снова пентакли. И снова пентакли. Видите, двойка пентаклей здесь. Ну, начнем с того, что личная жизнь будет. И будет ваш выбор. Вот легко будет выбирать в любви. Два варианта. Опять же, двойка. Во-первых, второй вариант вы выбрали. Это уже подсознательный посыл из вашей головы. Выбрали второй вариант. То есть вот прочитайте, может быть, вы хотите, чтобы у вас два жениха-то было, да? То есть здесь уже на двоечку намек, на какую-то пару. Двойка пентаклей, будет у вас выбор, действительно. Выбор, который сделать легко, здесь нет никаких цепей, никакой тайны, может быть, никакой такой вот интриги. Это действительно карта говорит о популярности вашей у противоположного пола, о том, что вас заметят, о том, что на вас будут обращать внимание, о том, что вы, безусловно, ну вот будете пользоваться успехом. Вот знаете, мне кажется, наша героиня здесь на карте выходит из морской пены. Это тоже ваш портрет, ваш образ где-то на морском или океаническом курорте. Вы в потрясающем пляжном вот этом вот платье выныриваете и ловите восторженные взгляды. Ни к чему не обязывает карта. И по большому счету вам ничего не обещает. Такого, ну знаете, вот прям вот грандиозного, как я сказал, да, что будет ваш выбор. Захотите, пойдете на свидание, захотите, не пойдете. Захотите нравиться, будете нравиться. Не захотите нравиться, будете в сланцах ходить, в платочке на голове. То есть карта, знаете, простая, бытовая, и рядом шестерочка такая. То есть, с одной стороны, вроде бы все в ваших руках, и все пути открыты. Да? А с другой стороны, вот такого великого фатума, не говорят карты, что, ну, знаете, встретите любовь всей жизни, например, или какой-то человек прям неизгладимое впечатление на вас произведет. Здесь все довольно скромно, все довольно... шестерка, двойка пентаклей. Это все, что вы можете представить. Вот вы сейчас прям просто сядете, закроете, например, глаза, и вот какой-то сценарий очень реалистичный.
очень реалистично. Это то, что вы вот и так, ну, знаете, то, что можете предсказать для себя. Вот это все будет. Все, что выпадает из вот этого известного уже сценария, чего на белом свете вообще не может быть. Вот этого мы пока в картах не видим. Но у нас есть третья карта еще. И если она будет другая, то весь расклад будет другой. Так работает Таро. По крайней мере, именно такой маленький расклад, именно в моих руках, именно когда я гадаю для неопределенного круга лиц, довольно большого, надеюсь, что будет большая аудитория. Не забывайте, что чем больше людей смотрят видео, тем я счастливее. О, карта Луна. Вот наконец-то, видите, я догадалась, до старшего аркана мы добрались. И карта эта меняет картину. Она как будто бы этому чемоданчику придает второе дно. Она вот этим вот простым отношениям придает какой-то глубокий, тайный и фатальный смысл. Карта Луна, добавляясь к этим, заявляет, что то, что очень просто на поверхности, то, что легко, в глубине по-настоящему серьезно и очень сильно цепляет сердце, очень надолго. Знаете, вместе с этой картой, вот Луна, даже приятельские отношения заползают очень глубоко в наше сердце, в нашу голову. Общались и значения этому не придали, например, не почувствовали, что влюбились, и не почувствовали, насколько это страшно и глубоко. А самое главное, девочки, не почувствовали, не предугадали, как же трудно будет из этого выбираться, если что, если придется выбраться. Кстати, со мной была такая история в жизни, в моей. Могу как-нибудь рассказать. И вот Луна говорит, например, о том, что полуприятельское, полудружеское общение, какое-то без обязательств и, в общем-то, без особых признаний у вас идет с неким человеком, может быть, новый, хотя шестерки начали, да, скорее всего, уже знакомый вам человек. Общаетесь и не думаете о том, что надолго, не думаете, что хотите с ним жизнь связать. И точно про этого человека вы не скажете, что я без тебя жить не могу, я вот просто там, не знаю, растворюсь во вселенной, если ты уйдешь. Нет, вы так не скажете. Это может быть даже какой-то мимолетный, тот же самый курортный роман, когда вы вот повеселились, порадовались хорошо проведенному времени и легко отпустили. А дальше что? А дальше Луна. Луна — это месяц. Тот самый лунный месяц, 28 или 29,5 суток, все время забываю. Месяц, когда вы страдаете. Месяц вам на то, чтобы вникнуть, чтобы понять. Очень хорошо на эту тему, помните, классик нам рассказал историю про даму с собачкой. Там вот это все очень хорошо. Вот именно этот сценарий с этими картами очень хорошо описан. Поэтому смотрите, не заметите, как великое чувство, глубокое, очень долгое, иногда тяжкое, иногда с ревностью, иногда с буквальными, ну знаете, страданиями. Заползет в душу, заползет в сердце. Какой итог вот у этих отношений, у этой истории, я здесь не знаю. А у нас и нет задачи в этом разбираться, потому что придет время, закончится лето, мы снова с вами соберемся здесь, в моей уже, надеюсь, обставленной студии, а не в этом бардаке вечном. И тогда уже будем спрашивать про все другое, остальное. А пока я хочу вам сказать, что Луна просто так не появляется. Карта глубокая, интуитивная, карта женская. То есть вот возможности вашей женской души, вот то самое недолюбило. Вот оно как, знаете, такой волшебный и часто
большой волшебный цветок, знаете, цветок лотоса, который внезапно расцветает посреди болота какого-то и кажется там абсолютно неуместным, странным, как будто бы вот он просто упал с неба, как будто с другой планеты его туда закинули. Вот такая ваша любовь на это лето. Пишите, что получилось. Ну что же, два первых варианта гадания у нас получились очень интересные и очень разные. Посмотрим, что скажут карты вам, всем, кто выбрал для себя цифру 3. Кстати, я даю здесь немножко такой вот анализ около парапсихологический, да, и я подумала, вот кто выбрал цифру 1, у нас 3 варианта, кто выбрал цифру 1, наверное, все-таки настроен на какое-то одиночное плавание, да, на одиночную жизнь. То есть ты как бы спрашиваешь про любовь, но выбираешь единицу. Это, может быть, выдает такую эгоистичную позицию, да, что вот я хочу вроде бы любви в жизни, но в то же время я хочу себя сохранить, я себя не хочу ни с кем делить. Те, кто выбрали цифру 2, как мне кажется, вот это наш клиент, что называется, да, выбираешь цифру 2, значит, ищешь себе пару, ты хочешь с кем-то быть вдвоем. А вот тот, кто выбрал цифру 3, вот как я думаю, немножко эта отсылка идет к треугольнику, к любовному. Нет, как вам кажется? Может быть, вы и цифру 3 бессознательно выбираете, потому что вы сейчас участвуете сознательно или случайно в каком-то любовном треугольнике, в одной из сторон, исполняете роль одной из сторон. Может быть, у вас есть уже отношения сейчас с кем-то, но вы хотите новых, то есть чтобы кто-то в вашу пару добавился. Опять же, это можно не осознавать, это можно очень-очень глубоко в себе от себя же прятать. Но тем не менее помните, что вот эту цифру 3 вы выбрали не просто так, не просто потому, что вам это число нравится. Это ваше отношение к любви, это ваше ожидание в любви, это ваш какой-то все-таки сценарий, которого вы ждете. А я напоминаю, у нас гадание называется «Ваша любовь» этим летом, до конца лета 2024. Страшно жарко у нас началось. То есть прямо мы с начала июня стартовали здесь, в Варне, с 30 градусов. Не знаю, что будет дальше. Дожить бы до конца просто. Итак, для третьего варианта, смотрите, первая карта какая? Сразу карта смерти выпадает. Не пугайтесь ни в коем случае. Ой, зачем-то карта с таким названием присутствует, да, в Таро всегда. Карта смерти выпадает, старший аркан. И знаете, я вам что скажу? Хорошо. Потому что раз вы смотрите гадание о любви, на любовь, значит, вас нынешняя личная жизнь не устраивает. Раз не устраивает, значит, вы хотите перемен. Перемен, да, чтобы все поменялось. Ну, вот это самая главная карта про перемены и есть. Она даже более про перемены, чем там башня какая-нибудь, чем суд какой-нибудь или мир. Потому что смерть говорит, что неизбежно. Природа перемен такова, что к этому все катится. И то, что вы думаете сейчас, и где вы находитесь сейчас, и кто рядом с вами сейчас, а может и никого рядом с вами сейчас, это все неизбежно тянет вас вот к этим переменам великим. То есть карта смерть предупреждает, что ощутите себя, зафиксируйте себя вот в личной жизни, в этой точке, как вот сейчас, что у вас есть в личной жизни? Может быть, ничего, вы одиноки, например. Значит, перемены до конца лета, значит, будете, соответственно, не одиноки, а с кем-то в паре, может быть, в страстных, ну или наоборот, выгодных, плодотворных каких-то отношениях. Естественно, это расставание карта может предсказать. То есть, опять же, если вы фиксируетесь и понимаете свою личную жизнь в настоящий момент, то есть, а тут все на 180, все
наоборот. То есть грядут перемены большие, не всегда их просто принять, очень не всегда, но все поменяется. Карта как совет хороша. Вам надо очень полагаться на судьбу. Вот чтобы все было хорошо, сладко да гладко в личной жизни, надо верить судьбе. Вот в какую-то неизбежность, неотвратимость. Фатум работает иногда активнее, иногда скромнее, но во все равно ведет нас, все равно чему. Ой, столько сказок, столько мудростей народных есть на эту тему, да, типа чему быть, того не миновать и прочее, и прочее. Ну, и мы поддерживаем, мы согласны, да. Так, вторая карта для вас. Вы поняли, о чем эта смерть, перемены? Что она завершить и начать должна в вашей жизни? Вы должны уже догадаться. Ну вот видите, третий вариант у нас, наверное, самый, получается, не хороший, не плохой, мы так не оценим, но самый выразительный. Туз пентаклей рядом со смертью. Однозначно, даже можно третью карту не тянуть, чтобы не пугать удачу, да? Очень большие перемены в личной жизни. Просто. И здесь, опять же, очень важно от того, в какой точке вас карты находят в настоящий момент. Вот что в наличии есть, вот что вы, в чем вы честно себе можете признаться. И здесь, конечно, амплитуда величайшая. То есть ваши чувства сейчас к одному, например, какому-то конкретному человеку, вот они подвергаются, они трансформируются, они подвергаются полному перерождению. То есть можете до конца этого лета, например, полюбить кого-то, кого не любите категорически сейчас, например, и в ком вообще не видите перспективы и не видите какого-то интереса. Можете, правда, с таким же успехом и разлюбить кого-то, выгнать прочь с яхты из вашего сердца и влюбиться в другого. Но туз пентаклей это еще и практичная очень карта. Пентакли это деньги, стены, недвижимость, это то, что конвертируется, то, что можно пощупать, положить на банковский счет. Поэтому перемены все-таки более, знаете, не в вашей голове, не в вашем сердце, и даже не в голове вашего партнера, и не в голове другого человека. Это в реальном мире перемены. Переезд, связанный с личной жизнью, например, может быть. Создание семьи, брак. Вот именно в его таком, ну, не космическом понимании. Хотя, говорят, браки совершаются на небесах. Но мы туз пентаклей видим, да. То есть это брак, который все-таки записывается в органах записи актов и так далее. А вот новая семья, новый дом, дорога в новую жизнь. Удивительное вот приключение, которое, ну, как бы начинается вроде бы с любви, например, с нового знакомства, но очень скоро тянет за собой и реальные перемены в других областях жизни. Туз пентаклей, не будем забывать, что это большая денежная карта, поэтому вместе с любовью, хотите вы того, может быть и не хотите, ну, наверное, все хотят. Вместе с любовью приходит к вам какое-то другое качество жизни, вот именно материальное, понимаете, да, то есть в новый дом въезжаете с новым мужем. Почему-то хотел сказать молодым. Карты этого не говорили, это я от себя. Это уже что-то из моего подсознания почему-то. С новым молодым мужем, ну, не обязательно, может и со старым. Третья карта. Интересно, вот для этих двух какое-то достойное продолжение должно быть. И оно есть королева пентаклей, то есть роль в браке. У вас идет роль в браке. Ну, замуж выйдете до конца года. Тут вообще даже разговора нет, перемены. Для одиноких, опять же, видите, любое предсказание важно, отсчитываем от точки, от статуса текущего, да, но именно с такими картами это особенно важно. Поэтому вот смотрите,
фокус внимания именно к роли жены или хозяйки дома у вас. И, соответственно, начнется, если вы одиноки сейчас и там не в браке, для вас начнется роль жены. Но с такой же гарантией у кого-то эта роль прекратится. Но и даже в этом случае никакой нет драмы, и уж тем более трагедии. Это неотвратимо, но это хорошо, это правильно, и это, представьте, выгодно сейчас. То есть даже с такими картами, даже развод происходит к вашей выгоде. И, может быть, это подсказка тем, кто боится разводиться из-за денег. Многие боятся, потому что там негде жить или делить имущество не хочется. Нет, вы очень останетесь при своих. Вы даже, может быть, в результате такого развода и разбогатеете еще сильнее. Ну, а для исключительных счастливчиков, или скорее у нас женская аудитория, девочки, для исключительных счастливец, здесь этот прогноз такой идет 2 в 1. То есть можно какие-то непродуктивные отношения, пусть даже неудачный брак. Как кто же это сказал? Почему же я не помню? Но кто-то из очень известных людей сказал, что неудачный брак, вот слушайтесь, да? Не могу вспомнить, кто сказал. Неудачный брак – это самое худшее, что может быть в жизни. Представьте. Вот. И для исключительных счастливец здесь может быть и прекращение неудачного брака, да, союза, и тут же создание нового, более удачного, более счастливого союза, более какой-то счастливой семьи. А мужского портрета нету. Поэтому жениха я вам вашего не опишу. Но, судя по всему, с такими картами это и не важно, во-первых. А во-вторых, вы можете этого человека уже прекрасно знать, поэтому портрет не нужен. У вас и так, он перед лицом, и прекрасно вы его себе представляете. Большие, мощные, неотвратимые метаморфозы в личной жизни. Наверное, вы этого ждали, наверное, можно вас поздравить. А я только хочу вас поблагодарить за то, что вы со мной, за то, что вы на моем канале, за то, что верите моим картам. Оставайтесь. Спасибо.